Привет, друзья! Замечательная задачка. Дана окружность, квадратик, расположенный указанным образом, центр окружности лежит на стороне квадрата и проведена хорда, которая делится вершиной квадрата на отрезки длины 4,9. Нужно найти площадь этого квадратика. Давайте дам буквы, вам будет легче. А, Б, С, Д. Это пусть будет стандартно М и К, и можете приступать к решению задачи. Ну, а мы начинаем. Я покажу два способа решения. Один будет длинный, ну, слегка замороченный, как говорит зритель. Но второй, конечно, красивый способ. Иногда зрителю кажется, что я специально усложняю решение. Нет, у нас разные с вами цели. Цель зрителя, ну, решить короче, быстрее автора, легче автора. Но это точно, это справедливо. Но я преподаватель, моя цель научить, то есть рассмотреть разные варианты решений, разные подходы. А вдруг какую-то теоремку вы забыли или не знали, и не можете тогда ее использовать. Значит, вам придется искать другое решение. Ну вот давайте смотреть. Я даю буквы А, Б, С, Д и М и К. Это 4, это 9, все понятно. Надо искать площадь квадратика. Вот метод 1 или способ 1. Метод 1 и метод 2 будут связаны, поэтому это в некоторой степени важно и интересно. Ну вот что обычный школьник здесь может делать? Ну, я бы провел перпендикуляр из центра окружности на хорду. Этот перпендикуляр делит хорду пополам, это известно. Конечно, некоторое дополнительное построение, но вот так. О, ну и что получается? Это OH, перпендикуляр. Длина всей хорды МК 13. МК равно 4 плюс 9, 13. А длина ее половинки, МК пополам, это будет 6,5, верно? Отсюда вот этот отрезочек DH будет 2,5. То есть 6,5 это MH минус MD 4, остается 2,5. Я рассматриваю вот этот треугольничек. О, половинку стороны квадрата обозначаю x. Хорошо. OH обозначаю y. И проведу еще один отрезочек, который является радиусом. Вот я получаю два прямоугольных треугольника. Ну, в общем-то, неплохо. ОК– это радиус. И вот получается второй прямоугольный треугольничек. Что-нибудь отсюда хорошего можно получить? Можно. Можно сказать, что y в квадрате равен x в квадрате минус 2,5 в квадрате. С одной стороны, из треугольника OHD. Треугольник OHD. И y в квадрате равно из второго треугольника OHK. Из треугольника OHK y в квадрате будет равен r в квадрате минус hk в квадрате, но hk это половинка и равна 6,5. Получается минус 6,5 в квадрате. Ну вот, могу приравнять. X в квадрате минус 2,5 в квадрате равно r в квадрате минус 6,5 в квадрате. И выражаю r через x. Получается r в квадрате равно x в квадрате плюс 6,5 в квадрате минус 2,5 в квадрате. Это первое действие. Заморочено. Ну, а второе действие, наверное, все уже сами сделали без меня. Взяли, провели вот такой радиус. О, то есть это будет радиус. И из вот этого прямоугольного треугольничка, учитывая, что АД будет 2х, записали, что из треугольника АДО у нас получится по теореме Пифагора, что х в квадрате, давайте так, 2х в квадрате плюс х в квадрате равно r в квадрате. Но r в квадрате уже записано. Посмотрите, что получается. 2х в квадрате плюс х в квадрате равно х в квадрате плюс 6,5 в квадрате минус 2,5 в квадрате. Это взаимно уничтожается. И получается 2х в квадрате, но это же
2х в квадрате – это АД в квадрате, вот это будет площадь нашего квадрата. И равна неожиданно 6,5 в квадрате минус 2,5 в квадрате. По формуле разности квадратов мы получим разность, умноженную на сумму. И это будет 4 умноженное на 9, 36. Удивительно. Это произведение наших отрезков. 4 и 9. То есть отрезков нашей хорды. Ну вот ответ будет 36, и задачка решена. Ну вот я решил единственным стандартным путем, опустил перпендикуляр из центра на хорду. Это такой стандартный ход. Рассмотрел 3 прямоугольных треугольничка, тут некоторые переменные. Конечно, это решение многих не устроит, потому что они помнят теорему о пересекающихся хордах. Есть такая теоремка. Сейчас я ее вам напомню. Вот если есть окружность и две хорды пересекаются внутри нее, то произведения отрезков пересекающихся хорд равны между собой. Вот если обозначить А и Б и, скажем, X и Y, отрезки хорд, то оказывается, что справедлива теорема. XY равно А на Б. Современные школьники ее плохо знают, практически не знают. Там отводится 1 час, 1 урок на отрезки внутри окружности. Там произведение отрезков пересекающихся хорд равны, и квадрат отрезка касательный равен произведению секущей на его внешнюю часть. Большего отрезка секущей на его внешнюю часть. Вот. И 1 час, что там, проверили домашние, рассказали теоремы, ну, может быть, доказали их, решили 2 задачи, и все. И мы ушли на контрольную работу. И больше оно не встречается, ученики этого не вспоминают. Конец 8 класса, тема окружности. Но представители СССР, представители старшего поколения прекрасно знают эту теорему. Они подозревают, что я не знаю. Ну ладно. Давайте применим эту теоремку и посмотрим, насколько более эффективным будет решение. Это М и К, 4 и 9. Ну и, конечно, решение будет за счет продолжения стороны квадрата. Вот так. Мы продолжили сторону квадрата, и тогда можно просто сказать, ну, можно использовать те же самые обозначения, можно новые, обозначить сторону квадрата буквой А. Тогда нетрудно доказать из-за того, что у нас перпендикуляр опущен на хорду АП из центра окружности, что это отрезок тоже А. Ну и по теореме о пересекающихся хордах и получается, что АД умножить на ДП равно МД умножить на ДК. Ну, то есть, грубо говоря, А умножить на А равно 4 умножить на 9. Это 36. Ну, а площадь квадрата как раз и есть А в квадрате. И получается, что она равна 36. Вот вопрос в том, как связаны все-таки первое и второе решение. Давайте мы обозначим отрезки МД и ДК как М и N. Можно? Тогда у нас получается, что те наши 6,5, которые были в первом способе, полуразность, полусумма, m плюс n пополам, верно? Верно. А отрезочек 2,5, который был в первом способе, это будет n минус m пополам. Сами посчитаете. Это m плюс n пополам минус m. Так и получится. И вот фактически метод 1 и метод 2, я здесь напишу, что это метод 2. Метод 2. Вот если рассматривать метод 1 и 2, дают нам вот такую формулку красивую, что n плюс m пополам в квадрате, это было 6,5, если вы помните, в квадрате, минус n минус m пополам в квадрате равно mn.
произведения отрезков пересекающихся хорд. Эта формула, конечно, верна, но тем не менее оба метода связаны этой формулой. Ну все, если какое-то решение вы еще нашли, конечно, присылайте, мы рассмотрим. А так, до новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Пока.